Не называть это войной – это попытка избежать, в принципе, антивоенной какой-то истории и пропаганды, которая была, например, в Советском Союзе очень развита. Начать спецоперацию – это как бы допустимо, а вот начать войну – нет. Не как бы 24 февраля как бы началось, да. До этого была как бы операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, принуждение к миру в 2008 году в Грузии. То есть все время придумываются какие-то политтехнологические попытки избежать как бы названия как бы вещей своими именами. Занимаясь альтернативной службой тоже много лет, у нас не было ни одного случая, когда требовали альтернативной гражданской службы, отказывались от военной службы по убеждениям военнослужащие по контракту. А с начала войны в Украине было множество обращений уже от таких военнослужащих. И еще я сам сознательный отказчик от военной службы. Вот 10 лет я помогаю тем, кто отказывается от военной службы по убеждениям. Да, меня зовут Арсений Левинсон, мне 30 лет, я юрист, сотрудник разных правозащитных организаций в сфере наркополитики по 228 статье и по альтернативной гражданской службе. И еще я сам сознательный отказчик от военной службы. 10 лет назад я на призывной комиссии обосновал свои антивоенные убеждения, и мне заменили военную службу на альтернативную, вот, которую я не проходил, потому что потом меня освободили от службы по состоянию здоровья. Вот, 10 лет я помогаю тем, кто отказывается от военной службы по убеждениям. Я в Москве, дома, в России, потому что здесь моя работа, моя семья, и, в общем, непонятно, где мне еще можно быть. В Конституции сказано, что каждый вправе определять свою национальность или не делать этого. Как правило, я ее не определяю, но в некоторых случаях я ее определяю. Был один случай, когда у меня родился ребенок, я записал себя там как еврея. Вот. При этом я, конечно, считаю себя и русским тоже. Я, вот моя жена, например, Аня, партнерка, тоже юристка, для нее вот этот вопрос идентичности, он как-то заново приобрел какой-то смысл, как-то по-другому она стала об этом думать. В этой ситуации понятно, что война ее изменила, но я в ней жил и до этого, в той же самой ситуации. Делал то же самое, имел ту же самую позицию. И поэтому для меня не так много, на самом деле, война изменила, просто, может быть, сделала немножко еще важнее для меня то, что я делаю. И в моем осознании себя как гражданина России тоже ничего особо не поменялось. Моя работа официально оплачиваемая касается другого. Я стараюсь находить время в любое возможное, чтобы помогать тем, кто отказывается от военной службы по убеждениям. Вот, и делаю это в частном порядке, и консультирую и организации, и какие-то другие сообщества, помогаю делать памятки, материалы, хожу в суды, подаю иски и так далее. То есть я стал больше времени посвящать выражению своей антивоенной позиции в профессиональным способом, да, то, как я умею это делать, то, как я могу, как мне кажется, быть наиболее полезно эту свою антивоенную позицию выражать. Смотришь не какие-то независимые СМИ, можно смотреть просто российский, русский телевизор и видеть, что там стоят солдаты, которые говорят, мы освободили какой-то поселок, и там ни одного целого дома. Не называть это войной – это попытка избежать, в принципе, антивоенной какой-то истории и пропаганды, которая была, например, в Советском Союзе очень развита, антивоенная пропаганда. Поэтому они не хотят называть это войной, чтобы люди не ассоциировали себя сейчас со страной, которая начала войну.
начать спецоперацию – это как бы допустимо, а вот начать войну – нет. Да, и причем это делается на самом деле тоже не как бы 24 февраля как бы началось, да. До этого была как бы операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, тоже как бы, которая на самом деле война еще, причем как бы против как бы граждан той же страны, как это называлось, по защите мира или безопасности, нет, принуждение к миру в 2008 году в Грузии. То есть все время придумываются какие-то политтехнологические попытки избежать как бы названия как бы вещей своими именами. Я находился в Грузии как раз на семинаре с рабочая встреча у нас была, собрались обсуждать как бы общие для нас всех как бы проблемы преследования людей за употребление наркотиков, дискриминацию, как бы стигму, репрессии в отношении людей этих, да, и как, в общем, менять подход в наркополитике. На второй день семинара, вот началась война, я спустился вниз, по-моему, еще даже не прочитав новости о том, что началась война, и там плачущие участницы из Украины, Янина и Юля, где у них как бы ночью начались взрываться как бы бомбы в их городах. В Полтаве, Янина из Полтавы, там тоже были взрывы, в Одессе. Вот. И, в общем, семинар, конечно, не состоялся. Мы все вместе просто уже обсуждали вот ту новую реальность, в которой как бы в один день все вместе оказались. И, конечно, как бы от нашего имени как бы падают бомбы на их города, и ты чувствуешь свою причастность к этому, потому что делается от твоего имени, от имени всех, у кого гражданство этой страны, кто живет в этой стране, кто ходит или не ходит на выборы и так далее. И я чувствовал свою ответственность за это. И мне кажется, правильно испытывать чувство ответственности, потому что чувство вины может как-то... Оно разрушительное на самом деле, а чувство ответственности, оно созидательное. Когда ты можешь что-то делать, ты за что-то ответственен, ты понимаешь, что ты должен это делать, чтобы как раз... может быть, этого чувства вины не испытывать. Даже когда кажется, что как бы все, как бы правовая система рухнула, и мы все безоружны перед полным произволом власти, которая уже ничем не ограничена, которая уже непосредственно убивает людей массово, очень сложно сохранить вот веру в право человека, вот, и не почувствовать себя беспомощным против власти. Но вот я считаю, что очень важно как раз это попытаться право сохранить в своих отношениях с властью. Занимаясь альтернативной службой тоже много лет, у нас не было ни одного случая, когда требовали альтернативной гражданской службы, отказывались от военной службы по убеждениям военнослужащие по контракту. А с начала войны в Украине было множество обращений уже от таких военнослужащих, которые заявляли об убеждениях, которые отказывались от военной службы, говоря о пацифистских убеждениях, религиозных. Были те, кто говорил там, о своем морально-психологическом состоянии и так далее. То есть я не ожидал, то есть, что будут обращаться не только призывники, да, но нужно будет работать и с обращениями от военнослужащих. В ситуации, когда, в общем, все было не очень хорошо в России, чтобы сохранить свою власть, и нужна была война. И поэтому эта война началась. Только потому, что власть борется за самосохранение. Мне кажется, это единственный мотив на самом деле, и пытается отождествить себя, да, свое сохранение своей власти с сохранением России. И война в Чечне или в Афганистане, есть версия, да, что вот эта затянувшаяся война в Афганистане, в общем-то, и стала причиной перестройки, развала Советского Союза, вот этого многополярного мира, да, о котором любят говорить. Вот. И затяжная война, она точно повлечет потерю власти. Проблема в том, что она как бы помимо этого уже может привести как бы не только к потере власти теми, кто ее сейчас удерживает, но и к каким-то более даже трагическим последствиям. Мне сложно, на самом деле, но те, кто верит в спецоперацию, они
Мне кажется, важно пытаться понимать этих людей, вообще как бы говорить с ними. Просто как бы очень банальный пример, почувствовать себя на месте тех, кто жил в Мариуполе, в Харькове, кто живет в Донецке и Луганске. Тоже, наверное, важно чувствовать, что эти люди как бы вот чувствовали там 8, как про эти пресловутые 8 лет. Да? То есть чувствовать всех, кого затронула война. И не искать оправданий войне. Обнищание постепенное, которое происходит, это может быть каким-то стимулом изменений. Да? Потому что, на самом деле, казалось бы, уже давно это должно было бы происходить. Да? Без всяких экономических санкций в очень богатой стране нищее население, и все тратилось, все эти 20 лет на армию, вооружение, полицию, на силовиков, как бы высасывались все ресурсы, и все как бы вбухивались в вот это оружие, вооружение и силовиков, в репрессии против себя, и, как видим, как бы подготовку к войне. И, казалось бы, уже все 20 лет должно было бы это вызывать вопросы у людей, да, почему мы, живя в богатой стране, нищие, а при этом у нас там якобы сильная армия. И зачем нам эта сильная армия, как бы, если мы не лучше живем от этого. Вот. Но это к сожалению, не привело к каким-то политическим изменениям за эти 20 лет. И в этом смысле, видимо, и не приведет еще большее ухудшение экономической ситуации, не приведет тоже к изменениям. Когда вот армия из себя представляет такую потемкинскую деревню, да, где есть фасад, и, видимо, как бы оторвавшись от реальности, как бы люди, принимающие решения, как бы сами верят уже в этот фасад. Вот. Я при этом далек от, на самом деле, мысли того, что как бы там российская армия вообще там полностью недееспособна. К сожалению, это не так. Вот. К сожалению, в смысле того, что, к сожалению, вообще все армии не недееспособны. Реальное применение, в общем, ядерного оружия я как бы абсолютно не исключаю. Вот. И что у этого конфликта есть военный какой-то путь решения, я тоже не верю. Ни в ту, ни в другую сторону. То есть он должен быть точно другой. Это слишком близко. Я как раз очень не хочу уезжать, хотя многие коллеги уезжают, и это уговаривают уехать. У меня уехали родители, потому что, на самом деле, они еще год назад запланировали уехать в Израиль лечить. Отец уехал Паркинсоном, болезнь Паркинсона. Пока я могу принести какое-то больше пользы и как-то больше реализовать свои, то, что я умею. И за границей я этого делать, и не хочу, и не могу. Да, странно призывать, например, юношей 19-летних идти в военкомат, не бояться, заявлять о своих убеждениях, требовать альтернативной гражданской службы вместо военной, находясь где-то в безопасности. Не бойтесь, идите, а самому при этом находиться где-то в солнечном и теплом Израиле. Пока не говорю, что я никогда не уеду, но надеюсь, что никогда. И мне придает много силы, в том числе вот моя партнерка, жена Аня. Наверное, если бы она была против оставаться, мне было бы гораздо тяжелее. Она, наоборот, она не ищет какой-то там безопасной и комфортной жизни, и тоже как соратница готова работать. И это, конечно, большой ресурс, которым много не имеют. Вот. Ребенок у меня тоже уже взрослый, поэтому нету такого инстинкта родительского, что надо срочно спрятать своих детей от опасности. И тем, кто остается в России, я думаю, важно понимать, что они, в общем, не поддаваться вот этому ощущению, навязанному государством, что те, кто против выступает войны, являются предателями,
не чувствовать себя в каком-то подавляющем меньшинстве, поражаясь вот этому везде государством наклеенным полуфашистским символом Z и так далее, как бы фашистским символом. Вот. И понимать, что на самом деле с большинством людей или вообще с людьми мы все на одной стороне. Вот. И как-то действовать, исходя из этого. Вот есть такое как бы представление среди тех, кто уезжает, что уехав, они как бы выключаются как будто бы из этого контекста и как бы снимают с себя ответственность, что мы здесь не живем, поэтому мы как бы не ответственны за то, что здесь происходит. Вот. Мне кажется, да, мы сидим в самолете, который ведет бомбардировку, но лучше ли и как бы спокойнее будет от того, что ты будешь смотреть со стороны, как бы, как этот самолет летит? Или, может быть, просто попытаться пробиться к штурвалу и как бы изменить курс этого самолета? Вот. Как-то что-то делать внутри этого самолета, очевидно, больше возможностей, чем смотря на него со стороны.